Масштабный обстрел Одессы. Как РФ ударила по городу у моря в ночь на 21 марта. В Украине говорят о новой тактике. Флот и авиация. Новые детали отправки миротворцев в Украину. Собираются защищать страну с воздуха и с моря. Фон дер Ляйен говорит о решающих днях для Европы. Территориальные уступки в Вашингтоне впервые рассказали, по какому принципу Россия и Украина могут решить вопрос территорий. Резонансное заявление. Турция бунтует, протесты, задержания, экстренное обращение Эрдогана. Что происходит и кто призвал узбекистанцев не выходить на митинги? Скандал в Украине из-за видео Минобороны. На контракт 18-летних решили завлекать через ТикТок и с помощью подсчета чизбургеров. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. И начнем с важных событий. Этой ночью Россия нанесла массированный удар БПЛА по Одессе. Город оказался в огне. Местные власти заявляют об ударах по гражданским объектам. Украинские паблики писали, что ВС РФ использовали новую тактику ударов. БПЛА выжидают в море и сбиваются в табун, после чего заходят на город на высотах более 2000 метров. Затем дрон резко пикирует. На таких высотах сбить дрон обычным стрелковым оружием практически невозможно. А уже за полночь масштабный взрыв прогремел в Курской области. Z-паблики сообщили о подрыве газоизмерительной станции Суджа. Она находится на границе с Сумской областью. Взрыв и пламя настолько масштабны, что их было видно за десятки километров. Газоизмерительная станция Суджа – это станция, через которую ранее Россия экспортировала газ через Украину в страны Европы. Это, по сути, единственная точка входа в газотранспортную систему Украины, по которой российский газ транзитом поставлялся в ЕС. Напомню, что украинская сторона прекратила прием российского газа через свою территорию. А после того, как ВСУ начали свою операцию в Курской области в августе прошлого года, РФ потеряла контроль над данной газоизмерительной станцией. Отправка иностранных войск в Украину остается одной из главных тем для обсуждения как в РФ, так и в Украине, так и за рубежом. Bloomberg пишет, что миротворческие силы в Украине будут включать союзнические авиацию и даже флот. Местом дислокации истребителей и сухопутных подразделений станет Польша и Румыния, уточняет издание. Уже сейчас на Западе начались переговоры для того, чтобы создать и утвердить четкие военные планы для миротворческих сил. Управлять ими будет Лондон и Париж. Но жизненно важно, чтобы мы делали эту работу, потому что мы знаем одно и наверняка. Сделка без чего-либо за ней – это то, что Путин обязательно нарушит. Мы знаем это, потому что он уже это делал, и я абсолютно ясно понимаю, что это произойдет снова. Поэтому то, что вы делаете здесь сегодня, жизненно важно для мира и безопасности во всей Европе и для наших союзников по НАТО, и, конечно, крайне важно для Соединенного Королевства. Сама же Европа готовится к войне с Россией. Заявления звучат все те же. До 2030 года ЕС должен подготовиться к конфликту с РФ. Западные разведки настаивают на том, что таковы планы Москвы. Именно поэтому Брюссель уже подготовил план Евросоюза под названием «Готовность-2030», который предполагает создание условий для увеличения расходов на оборону до уровня 3,5% от ВВП. Урсула фон дер Ляйен заявила о решающих днях для Европы. Итак, это решающие дни для Европы, и у нас насыщенная повестка дня для Европейского совета. Конечно, мы обсудим Украину, как достичь справедливого и прочного мира. Но мы сталкиваемся с проблемой нашей конкурентоспособности, и мы сталкиваемся с вызовами для нашей безопасности. Поэтому тема конкурентоспособности будет важной для этого Европейского саммита. А затем готовность 2030. Затем Белая книга, новый план безопасности также будут в центре обсуждения, которое мы проведем сегодня. Если же в Украине настанет мир и с Россией будет заключена сделка, то ЕС считает очевидной необходимость перепланирования помощи Киеву. Фокус сместится с текущей военной помощи на восстановление и реконструкцию. Но пока это лишь разговоры. В Брюсселе вновь заявляют, РФ не сидит сложа руки и уже атакует объекты в Европе, даже с помощью украинцев. Напомню, что по данным Генпрокуратуры Литвы, пожар в магазине Икеа в Вильнюсе устроили два молодых украинца, связанные через множество посредников с российской военной разведкой. Из российского Министерства иностранных дел последовал недипломатический ответ.
Мне кажется, им к врачам надо обратиться, потому что русофобия – это диагноз, это болезнь заразная, передается. От нее, кстати говоря, лекарства покупать не надо. Нужно знать историю, перестать ее искажать и извращать. Нужно отделять правду от лжи. Вот тогда не будет ни русофобии, ни других националистических фобий, которыми явно страдают те, кто придумал в Вильнюсе подобные мифы. Но коль скоро такое лекарство им недоступно, тогда к врачу. Захарова также говорит, что на предстоящих переговорах с американцами представителей МИДа РФ не будет. Напомню, что такие переговоры пройдут 24 марта в Эр-Рияде. Едут и украинцы, и россияне, и американцы. В США заявляют, что это не прямые переговоры. Представители Москвы и Киева за один стол на этот раз не сядут, но будут очень и очень близко, в соседних комнатах. В Вашингтоне заявили, что и Путин, и Зеленский готовы к уступкам. Давайте послушаем. А еще рассказали, как могут поделить территории. Это будут переговоры по принципу близости, то есть одна группа будет в одной комнате, другая группа в соседней. Они будут сидеть, разговаривать, ходить друг к другу, что-то вроде посреднических переговоров в отеле. И вот так это будет работать. А затем мы выясним, на каких позициях стоят все стороны. Думаю, обе стороны готовы к компромиссу. Это напоминает бой в клетке, где оба бойца готовы биться и ждут судью. В этом случае судья – Дональд Трамп. Одно из ключевых требований России – демилитаризация Украины. Как решить этот вопрос, если Украина явно не пойдет на это? Некоторые требования России изначально нереалистичны. Например, если бы они попросили вернуть Аляску, это не было бы предметом переговоров. Но основные вопросы уже на столе, в частности, территориальные. Возможно, будет использован подход, подобный тому, что США применяли к оккупированным Советским Союзом балтийским странам после Второй мировой войны. Признание фактического контроля, но не юридического присоединения. Россия вторгалась в разные государства с 1930-х годов. Как убедиться, что на этот раз они не нарушат договор? Я уверен, что пока Трамп у власти, они не будут этого делать. Вопрос, как создать мощную систему сдерживания? Украина должна стать Спартой Центральной Европы, хорошо обученной и вооруженной страной. Европа тоже должна сыграть свою роль. Пока же бои на линии фронта продолжаются, Зеленский дает понять, есть проблемы и просит у ЕС средства, миллиарды долларов, на артиллерийские снаряды. Нам нужны средства на артиллерийские снаряды, и мы были бы очень признательны за поддержку Европы в размере не менее 5 миллиардов евро как можно скорее. Инвестиции в производство оружия нужны как в Украине, так и в ваших странах. Европе нужна технологическая независимость, в том числе в производстве оружия. Все необходимое для защиты континента должно производиться здесь, в Европе. Трамп же этой ночью, пока на фронте гремело, а Одесса была под ударом, заявил о хороших новостях. И несколько минут назад я также подписал указ о резком увеличении производства критически важных минералов и редкоземельных элементов. Это очень важно для нашей страны. И, как вы знаете, мы также подписываем соглашения в разных местах, чтобы открыть доступ к редкоземельным элементам, минералам и многим другим ресурсам по всему миру, но особенно в Украине. Мы добились большого прогресса в вопросе Украины и России. И одна из вещей, которую мы делаем, это в ближайшее время подпишем соглашение по редкоземельным элементам с Украиной, у которой есть огромные запасы этих ресурсов. Мы это ценим. Что думаете о словах Келлога, который сказал о том, каким образом может быть достигнута договоренность относительно территорий? Поделитесь, пожалуйста, мнением в комментариях. Конфискации не будет. Евросоюз отказался забирать замороженные активы России. Больше 200 миллиардов евро остаются нетронутыми. Документ саммита ЕС от 20 марта подтверждает, деньги останутся замороженными, но не перейдут Украине. Об этом сообщает Deutsche Welle. Почему пришли к такому решению? Оказалось, что несколько стран ЕС выступили против конфискации, опасаясь юридических последствий. Законодательство ЕС не позволяет такой шаг. Удара по финансовым рынкам.
конфискация создаст опасный прецедент. Потеря рычага давления. Эти деньги можно использовать в переговорах с Россией, и потеря альтернативного пути. Проценты с активов уже идут на поддержку Украины. Но давление на Москву продолжается. Евросоюз обещает ужесточить санкции и контроль, чтобы ослабить экономику России и ее возможности вести войну. В Украине скандал из-за вирусного видео Министерства обороны. Там решили через Макдональдс завлекать молодежь на войну. Неожиданный ролик уже взорвал ТикТок. Мужчина в кадре задается вопросом, сколько чизбургеров можно купить за 1 миллион гривен. Оказывается, 15 625 штук. Но за этим мемным контентом вдруг скрывается серьезное сообщение. Мужчина не предлагает купить чизбургеры, а предлагает заработать миллион, отправившись на фронт по контракту в рамках программы 18-24. Это, в частности, добровольный контракт на год для граждан от 18 до 24 лет. Комментарии под этим видео очень разные, но большое количество все же с критикой. Кто-то пишет, что уже в чизбургерах оценивается жизнь людей. Кто-то пишет, что пока предлагают миллион молодым, курсантам не выплачивают средства. Кто-то жалуется, что за 1 000 000 гривен, а это 25 тысяч долларов, даже квартиры не купишь. Кто-то расстроен, что для того, чтобы привлечь людей в армию, приходится снимать такие ужасные видео. Стамбул взрывается протестами. Тысячи людей вышли на улицы из-за ареста оппозиционного мэра. Стамбул кипит от возмущения уже второй день. Местные у здания мэрии требуют освобождения Экрема Имамоглу. Он главный соперник Эрдогана и на предстоящих выборах имел бы все шансы стать новым президентом Турции, так как является популярным оппозиционным лидером. В среду его задержали по обвинению в коррупции. Массовые протесты и столкновения с полицией зафиксированы также в Анкаре. Несмотря на запрет митингов и перекрытые дороги, люди бунтуют. Полиция блокирует протестующих, но турки не расходятся. При этом трясет и финансовый рынок страны. Народ в ярости. События уже комментирует Эрдоган, который правит в стране более 20 лет. Протесты он назвал театральным представлением. Они настолько потеряли равновесие, что дошли до того, что нападают на нашу полицию, угрожают судьям, прокурорам. Если вы обратите внимание, Республиканская народная партия и ее медиа не отвечают и не могут ответить ни на вопрос о коррупции и воровстве, ни на вопрос о дипломе. Вместо этого они выбирают легкий путь – провоцировать свою аудиторию и вводить народ в заблуждение, сводя всех к политическим лозунгам. Я повторяю это снова. Внутренняя проблема Республиканской народной партии – это не забота страны и народа, а лишь горстки амбициозных людей в ее собственном штабе. Мы, как партия или альянс, не имеем времени тратить его на театральные представления оппозиции. ФРГ, ЕС и страны Европы осуждают задержание мэра Стамбула. Там эти события назвали серьезным ударом по демократии в Турции. Тем временем в Ташкенте призвали узбекистанцев, которые проживают в Турции, держаться подальше от провокационных постов в соцсетях и митингов. И напоследок новости из Центральной Азии. Узбекистан празднует победу. Кыргызстан проиграл в отборе на футбольный чемпионат мира 2026. А вот сборная Узбекистана приблизилась на один шаг к этому чемпионату. Матч завершился со счетом 1-0 в Ташкенте. Единственный гол забил Хаджиакбар Алижанов. Турнирное положение таково. Узбекистан сохраняет второе место в группе А, это 16 очков. Следующий матч 25 марта против Ирана в Тегеране. Напомню, что это 10-я победа сборной Узбекистана над Кыргызстаном. Сборная Узбекистана все ближе к первой в истории путевке на чемпионат мира. И сборная Кыргызстана сохраняет теоретические шансы на выход в 4-й квалификационный раунд. Новости за неделю собраны в плейлист, переходите и смотрите. Если хотите, чтобы это видео увидело больше людей, поставьте лайк. А если у вас есть возможность поддержать канал, в описании есть информация о том, как это сделать. До встречи!